Мибоксы. Поддельные мибоксы. Много поддельных мибоксов из Китая, даже с проверенных продавцов. Да, в 2026 году вот такая вот чушь началась. Вы помните, у меня было видео разбор полетов, мы в Украине покупали на Жуке поддельные. Вот это вот, кстати, оригинал, я могу сразу сказать. Я могу отличить коробку, а в новых нет. А в новых нет. И вот вы знаете, дело в том, что раньше можно было действительно отличить по коробке. А у меня есть такой подписчик Геннадий. Вот человек занимается мибоксами уже очень много лет. И он мне вчера прислал эту информацию. Я сразу решил с вами поделиться, потому что сейчас накупят фейков, которые отличить нельзя. Вообще никак нельзя. Коробка по новому образцу, коробка имеет тот же самый вес, имеет тот же самую толщину картона, материалы, отблески. И сам по себе даже ТВ-бокс, который есть, даже вот эти вот все маркировки у него, они будут точно такие же, как на оригинале. И ты там что ни делай, даже включая AIDO 64, ты там увидишь Xiaomi Mi Box с правильным процессором. Но есть один момент. В разделе кодеки можно найти остатки от Alvinor. Да, и продаются они с Alvinor. Вы сейчас скажете, есть проверенные продавцы, фигня это все. Человек покупал у проверенных продавцов много-много лет. И даже, я сейчас покажу продавцов, даже такие продавцы там с сотнями тысяч подписчиков сейчас вляпались именно в эти Xiaomi-шные дела. Многие начали убирать уже из наличия эти ТВ-боксы, потому что там скандал разгорелся нехилый. Я думаю, что сейчас Xiaomi наконец-то обратит внимание еще на нашу старую жалобу, потому что у нас с ними была долгая переписка о том, что, ребят, вот эта фигня, куча доказательств скидывала. Они, да, мы приняли, все, будем разбираться. И тут на тебе целые партии ТВ-боксов, которые являются по факту Alvinor, без Dolby Vision, без Dolby Atmos. Но если у вас старый телевизор, вы этого не заметите. Вы просто включите и будете пользоваться Mi боксом за $85 на Alvinor. Просто жесть. Ну и главное, нет инфракрасной опции. Вроде бы как у пульта. Вроде бы как подвязывается, вроде бы как должно работать, но не работает. Поэтому сейчас переходим на мой компьютер. Очень короткие доказательства и хотя бы понимание, как это делается. Подписываемся, нажимаем колокольчик, если хотите быть в курсе самых вот таких вот последних новостей в мире ТВ-бокса строения. Мы самый большой канал по ТВ-боксам. И, конечно же, в описании под видео ссылки на проверенных продавцов, на другие сертифицированные ТВ-боксы. И, конечно же, в Украине Technozone.com.ua с промокодом Technozone классные вам скидочки. А ТВ Technozone.com.ua это у нас с вами подписки на стриминговые сервисы Украины дешевле, чем на самих сервисах. При этом официально. Переходим. Ну и посмотрев на цены Mi боксов, я, конечно же, понимаю, что сейчас при цене памяти DDR4 $87, либо 75, он стоить не может, либо 81. Поэтому вот этот вот момент возник. Смотрите, что же произошло. Даже такие именитые там магазины, достаточно именитые, смотрите, Mi Global Zone Store 533,2, то есть 533 тысячи подписчиков, они все равно замазались в это. И вот эти все магазины продают подделки. Эти вообще сняли полностью. С 2021 года работает, кстати, магазин. Сняли сейчас полностью Mi боксы. Вы не можете сейчас ничего купить, при том, что здесь поменялось описание, какое-то iMlogic S905Y4, хотя люди в отзывах показывают, что там они получают конкретно Mi боксы. Но тут начали появляться отзывы о том, что фейковые у них процессоры, то есть fake wrong CPU and GPU, то есть вроде бы показывает нормально, но я вам сейчас покажу, к чему люди начали доколебываться. Сейчас вот ситуация такая, что покупать его негде. Ты не знаешь, где продаются подделки. Все началось с того, что ты получаешь коробочку, вот она абсолютно идентичная. Один в один человек, который мне дал, вот он занимается Mi-боксами уже очень много лет. Он говорит, я был очень удивлен, то есть подделки, которые мы раньше на Жуке рассматривали, они там худо-бедно как-то можно было по каким-то микроскопическим признакам отличить, а здесь вес тот, толщина картона та, да, то есть вот все абсолютно то, как у настоящего Mi-бокса. Даже наклейки все новые, понимаете, вот как они в 2026 году должны идти, они новые. И мало того, он говорит, я спор не могу открыть. Он открывает AIDO, они просят конкретно с AIDO. А там что? А там Twilight на iMlogic, Xiaomi 2/32, пожалуйста. Идем дальше. А там процессор Cortex A55 и пишет даже 2508 МГц. Как ты будешь доказывать?
Как ты будешь доказывать? Единственное доказательство, которое может быть, это единственное, что они не могут сделать. Кстати, самое интересное, они тут маскировали даже кодеки чуть-чуть, знаете, там декодеры и все остальное, добавляли фейковые. Но на одной вкладочке можно увидеть All-Winner Video Encoder. И вот здесь вот всего лишь маленькая вкладка All-Winner видеодекодеров. Это единственное, как можно отличить в AIDE поддельный этот Mi Box. К сожалению, никаким другим способом, ну, конечно же, специализированное, допустим, программное обеспечение, которое человек вот использовал, оно тоже показывает о том, что это All-Winner на Mi TV AFMU, вот так вот. Ну и, конечно, вы здесь не найдете ни AV1 кодека, вы не найдете здесь HDR10+, Dolby Vision с Dolby Atmos в том числе его здесь не будет. Но об этом вы не узнаете, пока не придете домой и не включите. А доказывать Алиэкспрессу просто по вот этим вот скриншотам уже будет невозможно. То есть они ссылаются на то, что, вы знаете, вот это модификация. Все. И человеку, ну, вот ему предложили там отправить в Китай для проверки, и при этом цена отправки при стоимости одного Mi Box $80, $20 только назад он должен отправлять. Поэтому на текущий момент брать Mi Box я категорически не рекомендую. Хотя вы знаете, даже несмотря на то, что у меня есть свой интернет-магазин, да, там в Украине, и, допустим, если у вас Samsung, вы можете тут выбрать себе нормальные сертификаты с Netflix, на Logic S900Y4, там есть у нас там огромное количество, сейчас я вам покажу. Вот они на игреках. Классные стабильные ТВ-боксы, да, там кикпачи, хаматы, деколоры, GD1, GD2. Есть что-то подороже у нас типа Rocktech G2 и, конечно же, там на Realtek 1325 GX1 и GT1. Но я всегда в топах рекомендовал покупать Xiaomi, потому что это были стабильные. У меня он есть, понимаете, у меня он есть, и я до сих пор им пользуюсь. Как теперь быть, я не знаю. Но все, что вы покупаете после этого видео, на свой страх и риск. Как бы я не любил Xiaomi, как бы я его не продвигал в свое время, я сейчас не могу гарантировать конкретно, что вы получите оригинал. Отличить на почте невозможно. При том, что у нас сейчас в Украине их продают прямо в магазинах, эти неоригиналы, и люди зачастую даже не знают. Покупают для чего? Для того, чтобы улучшить старые телевизоры. Они берут и даже не знают, как оно, что работает. Ну, ребят, есть как есть. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.